Итак, дорогие друзья, начнем пересадку сегодня вот этих альстромерий, которые я получила по интернету неделю назад. Посмотрите, в какое состояние они пришли. Вот сейчас покажу. Вот один росточек здесь живой, остальное все выглядит вот так вот. Конечно, нам надо вот это вот все убрать. Делать нужно это осторожно, потому что растение не окрепшее. И вот посмотрите, я вам все время говорила, что вот эти ветки, которые не нужны, их нужно все время выдергивать. Вот. Их нужно все время выдергивать. Но это касается только тех растений, которые уже взрослые и окрепшие. Вот в таком, смотрите, пол-литровый горшочек. В таком состоянии этого делать не нужно, потому что есть риск вместе с этими ветками вытянуть и корешки, потому что оно здесь еще не укоренилось нормально. Они вот так же, вот видите, вот что я сейчас убрала, вот такие вот, они также отсохнут, и тогда мы их потихонечку удалим. Поэтому это растение мы оставим в таком состоянии, какое есть, потому что оно совсем еще маленькое и не окрепшее. Просто пересадим его в другой, больший по размеру горшок. Повторюсь еще раз, какой грунт я готовлю. Это торф наполовину с нормальной землей, покупной, с добавлением перлита. И сюда я еще добавила кокосовую стружку, потому что этот год совсем у нас совсем прям дождливый, и погода абсолютно не радует нас. Поэтому хочу еще более легкий грунт. Вот посмотрите. Несмотря на то, что выглядит оно так вот дохленьким, можно сказать. Посмотрите, корневая система очень хорошая. Вот насквозь промокший ком. Так. Ай, немножко просыпалось. Ничего страшного. Заглублять его абсолютно не нужно. Нужно на том же уровне, на котором он был в горшочке, на том же уровне его и оставить. Вот так вот. Это альстромерия Марс. 80 сантиметров высота. Посмотрим. Конечно, его потом нужно будет пересадить в больший горшок. Первоначально я так сделаю, чтобы он заполнил этот горшок, чтобы его корни заполнили этот горшок. И потом, скорее всего, я его посажу в клумбу, потому что все вот эти высокие, 80 сантиметров заявленные, все эти высокие, они говорят, что они хорошо переносят мороз. Вот ничего не сказано, что его нужно куда-то заносить. Ну и по своему опыту тоже я знаю, что у меня в огороде растут, я уже показывала, высокие альстромерии без всякого ухода, укрытия на зиму, а маленькие, низкорослые. Вот, возьму сейчас вот этот вот. Это альстромерия вот, Леони. Она всего 20 сантиметров, поэтому она у меня так и останется в горшочке. Занесу ее на зиму в свою неотапливаемую теплицу.
Потому что самое главное, мне нужно, чтобы они просто не вымокали. Там эти низкорослые заявляются тоже, что они выносливые, относительно выносливые к морозу. Ох, посмотрите, какая корневая система. Посмотрите, какие прям хорошие клубенечки. Вот. Они переносят мороз где-то до 17 градусов. Но, как я говорила, у меня проблема с землей на участке. У меня суглинок, и при таком количестве дождей вода просто застаивается. И я боюсь всегда, что могут корни сгнить. Поэтому эти маленькие отправляются у меня в неотапливаемую теплицу и прекрасно там зимуют. Прекрасно. Так, вот здесь тоже мы аккуратненько уберем совсем вот эти уже больные росточки. Не больные, они совсем уже просто засохли. И совсем тоненький, вот этот вот тоже желтенький, совсем тоненький. Аккуратненько. Если и выдергиваем, то совсем аккуратно. Ну, этот вот оставлю. Вот Альстромерия Леони. Посмотрите, как она красиво тоже выглядит. Ставим сюда этикеточку. Пару листочков тоже удалю. Ну вот, друзья. Еще хотела вам показать вот такой вот пример. Вот, например, вот это вот растение. Это тоже я получила по интернету. Стоимость вот этого горшочка 7 евро. 7 евро. И вот посмотрите, вот эту альстромерию я купила вчера в Германии. Вот такого размера горшок, наверное, 3-литровый. Вот так она выглядит. Элеон Оранж название этой альстромерии. И вот цена на нем стоит. 6,98. Посмотрите, оно немножечко вот... Ну, видно, что они не умеют за ним ухаживать, и поэтому оно так выглядит. Но я его приведу в порядок, и оно будет через месяц выглядеть как нормальная, красивая альстромерия, полный горшок будет цветов. Просто посмотрите разницу, да? Вот это 7 евро, а вот это, ну, практически 7 евро. Уцененную альстромерию. Не бойтесь брать. Если вы пойдете, увидите в магазине уцененную альстромерию, не бойтесь ее брать. Нужно, что говорит, как говорится, зрить в корень. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите, совершенно нормальная, можно сказать, даже отличная корневая система. И это залог того, что эту альстромерию нужно брать. Что она будет хорошо цвести. Ее нужно просто, за ней нужно просто правильно ухаживать.